Студия «Зеленый мир» представляет фильм «Яблоневые сады Казахстана», созданные в рамках проекта «Инситу он Фарм» сохранение и использование агробиоразнообразия, плодовых культур и их диких сородичей, реализуемые в Казахстане по гранту Международного центра биоразнообразия, программа ООН по окружающей среде, Глобального экологического фонда. Яблоко. Вряд ли на планете найдется человек, который бы ни разу не попробовал этот чудесный плод. Где бы он ни находился – в тропиках, африканских пустынях, Аляске. Сегодня яблоневые сады планеты занимают на Земле 5 миллионов гектаров, гораздо больше всех других фруктовых насаждений. А ближе к северу 9 деревьев из каждых 10 – это яблони. В мире ежегодно производится и съедается около 45 миллионов тонн яблок. Все зависит от того, какой был год, урожайным или нет. Максимальный урожай составил около 50 миллионов тонн. Его собрали в 2002 году. Яблоня – одно из самых древних культурных растений. Она росла в висячих садах Семирамиды в Древнем Вавилоне. Сейчас выведено более 15 тысяч сортов яблонь. История садоводства в южной части нынешнего Казахстана уходит вглубь веков. Географическая точка, где находится наша южная столица, в разные исторические эпохи имела до десятка названий. Алмату, Алматау, Алмалык, Алмалы, Алма-Апай, Уш-Алматы и другие. Но корень слова «алма», «яблоко» никогда не менялся. ЖТСУ – страна древнего садоводства. Это подтверждают назидания знаменитого уйсунского вождя, поэта Майкы Би, жившего в VI веке нашей эры. Он писал: «Семилетний ребенок не прокормит, а прокормит семилетняя яблоня». А в XII веке здесь чеканили монеты с изображением яблока. Только бы узнать, что это был за сорт. В XVII веке было массовое переселение уйгуров, которые из западного Китая привозили в наши края саженцы плодовых деревьев. До сих пор в уйгурском районе Алматинской области культивируется сорт яблок кальжатское. История промышленного садоводства в Казахстане берет свое начало в середине XIX века, когда в город Верный из Крыма было завезено несколько десятков сортов яблок, груш, абрикоса, винограда. Яблоня была главной плодовой культурой и занимала более 70% садов Семиречья. Большинство плодовых деревьев в новых почвенно-климатических условиях показали неплохие результаты, а знаменитый апорт нашел здесь свою вторую родину. Сорт яблок апорт известен в мировом плодоводстве уже не одно столетие. Интересна история появления его на юго-востоке Казахстана. В конце XIX века переселенцы, осваивавшие земли Семиреченской губернии, привозили из центральных районов России многие сорта плодовых, ягодных культур, винограда и испытывали их в своих садах. Результаты зачастую не оправдывали надежд. Для большинства завозимых сортов условия резко континентального климата оказались неблагоприятными. В далеком 1865 году переселенец из Воронежской губернии Егор Васильевич Редько завез в Верный несколько саженцев яблони апорт, которая на родине ничем особым не отличалась от других сортов. Молодые деревца прижились, окрепли, дали хороший прирост, а через несколько лет зацвели. И соседи гурьбой стали приходить к Редько любоваться диковинными яблоками. Огромные, румяные, с восковым налетом, они висели на ветках, склонившись под их тяжестью.
казалось неправдоподобным, что природа могла создать такое чудо. Егор Васильевич щедро отделял черенками для прививок всех желающих, и вскоре замечательный сорт широко распространился по всему Верненскому уезду. А в 1908 году в Германии на Мангеймской выставке плодов яблоки сорта Апорт, представленные Верненским училищем садоводства, получили восторженное одобрение. Привлекательный внешний вид, высокие вкусовые качества, лёгкость и транспортабельность Апорта способствовали тому, что вскоре он вышел на ведущее место в плодоводстве Семиречья. Приказом генерала Колпаковского Апорт был даже переименован в Редьковское яблоко, но это название не прижилось. Благоприятное сочетание света, тепла, плодородных почв и влаги создают условия, способствующие развитию самых лучших качеств апорта. А наиболее оптимальная высота 950-1250 метров над уровнем моря. И именно эти высоты в последнее время выбрали для себя и люди. Белые начинают и проигрывают. Запустение и неразбериха перестройки, массовая вырубка садов под застройку привела к тому, что на базарах стала преобладать продукция нашего великого соседа. К сожалению, уже с большим трудом находишь на прилавках чашку алматинского апорта, перед которым меркнут, съеживаются импортные сорта. А спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. Поэтому, закладывая сады в нижнегорной зоне Заилийского Латау, отведите достойное место и нашему апорту, красе и гордости плодоводства Казахстана. Хорошим стимулом для развития садоводства в республике стали государственные субсидии, берущие на себя значительную часть расходов фермера. Наряду с этим реальную помощь оказывают и международные фонды развития. В Казахстане работает проект «Инсит он Фарм» – сохранение и использование агробиоразнообразия плодовых культур и их диких сородичей. В рамках этого проекта проводятся регулярные семинары, где ведущие специалисты республики знакомят фермеров с новыми сортами, перспективной агротехникой для успешного перехода на интенсивное садоводство, которое позволит всего за 5-7 лет значительно увеличить урожайность и качество плодов. В результате разъяснительной работы и обучения местного населения, а также фермеров, для закладки садов стали больше использовать стародавние и местные сорта. В современных условиях садоводство стало важной отраслью сельского хозяйства. Для увеличения производства яблок используется множество сортов и самые различные технологии их выращивания. Сейчас мы находимся и видим сорт Максат. Это первый сорт в Казахстане, который иммунный к парше. В 2002 году он был передан на государственное сортоиспытание, и в этом году по заявителям Института плодоводства и виноградарства он будет районирован по нашей зоне Нижнегорной. Достоинство этого сорта то, что в самые такие экстремальные годы распространения парши он себя проявил в полной мере, устойчивость была на 100%, не только к парше, но и также он был очень устойчив к мучнистой росе. А мучнистая роса – это одна из также вредных заболеваний в Алматинской области. Достоинство этого сорта еще в том, что он также очень рано вступает в плодоношение. На 3-й год может давать с одного дерева до 3-4 килограмм. В 10-летнем возрасте он уже может давать на карликовом подвое до 20 килограмм и более. То есть в пересчете на гектар это будет 30 и более тонн.
Сорт получен на основе иммунного американского сорта Прима и нашего сорта Апорт. Если мы попробуем этот сорт на вкус, он будет напоминать нам что-то среднее между Апортом и Заилийским. Вы видите плоды нашего знаменитого сорта Апорт Александр. До сих пор по окраске, по размерам этот сорт считается непревзойденным. Много разговоров идет о том, что сорт Апорт потерян. Но я могу вас заверить в том, что работа по апорту, по сохранению апорта была начата очень давно. По всей Алматинской области были отобраны лучшие формы. Из Киргизии были отобраны формы. И из того же Воронежа, откуда он был впервые привезен в город Верный, также были завезены формы апорта, и все они были высажены в коллекции помологического сада. Всего было собрано 115 форм. Из этих 115 форм отобрано было 7 форм, которые соответствовали лучшим качествам апорта по размеру, по окраске, по урожайности. И вот эти 7 форм размножаются и передаются, продаются в крестьянские хозяйства и садоводам-любителям. И здесь как раз хотелось бы отметить, что в селекции очень давно использовался сорт Апорт. В наших условиях, в нашем институте этот сорт также постоянно используется в селекции. И вот один из результатов этой селекции Апорт и Уэлси. Прекрасные плоды, которые, я надеюсь, будут иметь в дальнейшем распространение. В настоящее время мировое плодоводство основывается на создании загущенных садов интенсивного типа. Такие сады возможно выращивать только на клоновых подвоях. Это 62396, АРМ-18, Б735, Б1620, ЖТСУ-5, которые вошли в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан. Деревья, привитые на эти подвои, на 20-30% ниже деревьев, привитых на семенные подвои. Сорта на этих подвоях вступают в пору плодоношения на 2-3 года раньше. В настоящее время для того, чтобы быстрее внедрить эти подвои в производство, институтом разработан ряд технологий. Это технология выращивания подвоев из одревесневших черенков. Если при обычной технологии выращивается где-то 70 тысяч с гектара отводков получает, то выход отводков при такой технологии одревесневшими черенками составляет 600 тысяч штук с гектара. Такое количество отводков позволит заложить 4-5 гектар первого поля питомника. Причем все растения пригодны для посадки в первое поле питомника. Кроме этого, разработана технология ускоренного создания маточников, вегетативно размножаемых подвоев на базе одревесневших черенков. Такая технология вполне позволяет хорошую густоту стояния маточных кустов на единице площади. Для того, чтобы выращивать высококачественный посадочный материал, питомниководческие хозяйства должны иметь маточники вегетативно размножаемых подвоев, и особое внимание, наверное, уделять именно этим маточникам, потому что от качества отводочного материала зависит в дальнейшем выход саженцев с первого поля питомника. Внедрение новых подвоев и инновационных технологий позволит повысить качество выращиваемого посадочного материала. В последнее время интенсивными садами стали заниматься фермерские хозяйства в связи с тем, что государство оказывает хорошую помощь. Такие сорта, как Восход, Заилийская, Сенап Алматинский, прекрасно они растут в интенсивных садах и дают урожаи намного выше, чем иностранные сорта, как Star Crimson, который периодично только через год дает урожай. Золотое превосходное, которое пустое яблоко, в нем не содержится биоактивных веществ.
Витамина С, там, допустим, в наших яблоках Заряла Тау 14%, а у Золотого Превосходного 3-4 миллиграмм процента. Вот. Поэтому лечебная ценность наших сортов намного выше, уж не говоря о вкусовых качествах. Даже иностранные сорта, выращенные в алматинских условиях, и то отличаются более высокими вкусовыми качествами, чем завезенные из-за границы. Тем более знаем, что из-за границы поступает, неизвестно, как они выращивались, сколько раз они обрабатывались. А из литературных данных известно, что за границей меньше 12 раз никто не обрабатывает. А у нас, по нашей рекомендации, в наших условиях, основные вредители, которые дают 2-3 поколения, с ними легко борются. И сейчас современная технология, которая разработана, дает прекрасные результаты, и плоды получаются прекрасные. На карликовых подвоях интенсивные сады первые 7 лет дает максимальный урожай, потом спад идет. Но для того, чтобы возобновить деревья и продолжать высокие урожаи, нужно определенное знание в обрезке, в формировании, в уходе этих деревьев. Но рекомендации эти имеются. С применением этих рекомендаций сады на карликовых подвоях, интенсивные сады могут существовать до 25 лет. Первым на интенсивное садоводство перешло фермерское хозяйство Айдарбаев, расположенное в Ынбекши-Казахском районе Алматинской области. Более 75% площади сада занимают местные сорта, показавшие наилучшие результаты. Здесь широко применяется капельное орошение, шпалера, используется суперкарликовый подвой. В первый год прививается почка. Вот он подвой. И прививается почка культурного сорта. Скажем, любого. Будь то лимонка, апорт, любой наш сорт. Заряла Тау. Он растет год. Вот эта почка растет год. И за год вырастает, значит, примерно до метра 20 см. Первый год, естественно, плодов нет на ней. А формируются микрокольчатки на штампике. Потому что, в общем-то, и штамп, и ветка – это одно и то же в интенсивном саду. Затем, на второй год, из этих микрокольчаток, на которых закладываются плодовые почки, появляются вот такие шикарные яблоки. И урожайность в пересчете на гектар здесь, конечно же, в десятки раз больше, чем, скажем, при выращивании садов на высокорослом подвое. И еще одно обязательное условие – это шпалера. Это может быть просто натянутая проволока, потому что ветровая нагрузка очень сильная в этом случае получается, когда и на такой веточке собрано, скажем, несколько килограмм плодов. Он просто не выдержит свой вес, поэтому они подвязываются. Кстати, очень удобно и формировать потом пальметту. Просто наклоняется ветка и подвязывается к шпалере. Дальнейшее развитие садоводства сдерживает отсутствие посадочного материала. В настоящее время для интенсивных садов нужен качественный посадочный материал. И поэтому в первую очередь надо питомниководческим хозяйствам обеспечить исходным, здоровым посадочным материалом для создания базы для выпуска ценных, высокотоварных сортов яблок. Как известно, после развала крупных коллективных предприятий площади садов виноградников в республике резко сократились. Учитывая важность обеспечения населения республики плодовочной продукцией фруктами, государство оказывает в последнее время мощную финансовую поддержку в развитии садоводства и виноградарства. В 2008 году для поддержки субсидирования закладка новых садов по уходу первого года роста, второго года роста даются субсидии. В общем, государство берет по существу 40% затрат на гектар новой посадки садов, дается 425 тысяч тенге дают. По уходу, значит, за первый год 26,5 тысяч на сады, второй год роста 29 тысяч для садов, по уходу субсидии даются. И на 81 тысяча на гектар
виноградников. Общая сумма выделенных средств в 2008 году по садоводству и виноградарству общая сумма субсидий финансирования составила 1 миллиард 185 миллионов. В будущем году, по данным Минсельхоза, 2 миллиарда 487 миллиардов выделено средств. Если считать, что на поддержку растениеводства всего выделяется в пределах 20 миллиардов на субсидирование, это практически 10%, больше, более 10% всех сумм уходит на финансирование на садоводство и виноградарство. Это большая поддержка. Есть большой интерес садоводов, когда государство такую помощь оказывает, и закладываются новые сада, ухаживают виноградники, новые площади. Выделенные государственные средства практически полностью осваиваются ежегодно. И мы надеемся, что площади садов, урожайность виноградников дальше будет расти, и мы, видимо, достигнем тех параметров, которые нам необходимы для республики. В Государственном реестре селекционных достижений более 100 сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан, в том числе стародавних и местных сортов, отвечающих современным требованиям рынка. Условия юга и юго-востока Казахстана благоприятны для возделывания плодовых растений, особенно яблони. Плоды, выращенные в этих условиях, отличаются не только высоким товарным качеством, но и отличными вкусовыми свойствами. Могут быть использованы в лечебном питании, а также служить сырьем для переработки. Ассортимент яблони в Казахстане разнообразен. Выращивание местных и стародавних сортов в фермерских садах позволяет сохранить биологическое разнообразие. Новые конкурентоспособные сорта, выведенные учеными Казахского научно-исследовательского института плодоводства и виноградарства, будут способствовать повышению рентабельности возделывания яблони. Природные и климатические почвенные условия Республики Казахстан позволяют выращивать плодовую продукцию не только для снабжения населения, собственно населения, которое сейчас обеспечивается только на 50%, но и производить продукцию на экспорт в близлежащие регионы России, например, в Сибирь. Выведение новых сортов проводится на основе, местных сортов, таких как апорт, и сортов зарубежной селекции, которые являются мировыми лидерами по площадям. Золотое превосходное, Стар Кримсон. Мы хотим в наших новых сортах иметь урожайность, быстрое вступление в плодоношение на 3-4 год после посадки и наряду с этим привлекательность, вкус, неповторимый аромат апорта и другие его отличные качества. Комплекс позитивных воздействий на садоводство республики уже приносит свои плоды, что наглядно показала выставка-ярмарка. Здесь жители смогли увидеть, а главное попробовать новые сорта. Успешно развивая интенсивное садоводство, Казахстан уже в ближайшем будущем полностью обеспечит превосходными по качеству плодами жителей республики. Человечество активно вторгается в живой мир Земли. В результате этого вторжения нарушаются естественная экосистема, исчезают отдельные виды животных и растений, теряем биоразнообразие. Все это приводит к тому, что меняется окружающий мир. Если на Земле не будет растений, человек тоже жить не будет. При таких изменениях в окружающей среде надо во что бы ни стало сохранить биоразнообразие. Поэтому международные центры дают гранты разным странам для того, чтобы создать условия для сохранения биоразнообразия растений. В частности, в Казахстане с 2006 года реализуется проект, который называется «In-situ on-farm» – сохранение, использование агробиоразнообразия плодовых растений. Но «in-situ» означает сохранить растения в естественных условиях произрастания. On-farm – это в условиях хозяйствования. Что касается плодовых культур, например, мы начали эту работу. Проект реализуется с 2006 года, и у нас принимают все научно-исследовательские институты, которые занимаются решением проблем дальнейшего развития плодоводства, виноградарства.
И у нас являются партнерами министерства и ведомства, которые, скажем, решают охрану окружающей среды и развитие сельского хозяйства. Мы проводим работу для того, чтобы обучить фермеров, обеспечить их соответствующими знаниями, рекомендациями, какие сорта, какие культуры приносят больший доход, что выгодно им выращивать, чем заниматься в наше время. Мы занимаемся издательской деятельностью, создаем кинофильмы, создаем рекомендации, объезжаем сады, обследуем, потом даем конкретные рекомендации фермерам, садоводам 3 областей Казахстана: Алматинской, Жамбыльской и Южно-Казахстанской областей. И надеемся, что наш проект изменит отношение людей к окружающей среде, к сохранению тех сортов, которые нам нужнее, которые нам важнее. Сохраняя эти генетические ресурсы сортов, возделанных в настоящее время, можно создать новые сорта этих плодовых растений и винограда.